Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии у нас речь пойдет о создании простых таблиц. Мы с самого начала поймем, чем отличается создание таблиц в Excel от создания таблиц в Word, и рассмотрим 4 примера, и я покажу логику построения таблиц, чтобы вы понимали, как это работает. Итак, первый пример мы сейчас видим на экране. Нам необходимо создать такую таблицу. Во-первых, что нужно понимать при составлении таблиц в Excel, то что изначально подгоняется ширина столбцов. Да, в данном случае у нас столбец А, самый широкий, B, C, D имеют такую же ширину, как по стандарту. То есть мы наводим курсор на положение между столбцами, то есть на эту вертикальную черту. Сжимаем левую клавишу и увеличиваем ширину. Примерно двойная ширина. Вот. Далее мы выделяем массив ячеек А1, Д4. Да, то есть белым крестиком, который находится в центре, мы выделяем ячейки. Далее заходим в границы, выбираем все границы. И начинаем потихоньку заполнять. Дата. Если мы нажимаем клавишу Enter, у нас активная ячейка смещается вниз. Да, опять-таки, если не меняли настройки, я думаю, вряд ли это делали. Вот, далее, 25 августа можно писать 25.08, Enter. Да, 26.08, Enter. 27.08. Далее можно выделить ячейки белым крестиком и зайти в число, все форматы, выбрать длинный формат даты. Окей. Далее пишем код товара. Если мы нажимаем Tab, у нас ячейка закрывается со сдвигом вправо. Далее продавец, соответственно стоимость. Также ячейки можно закрыть при помощи стрелок влево, вверх, вправо. Да, они будут закрываться в соответствующем направлении. Далее заполняем 1, 2, 3. Иванов, Петров, Сидоров. И соответственно 100, 200 и 300. Обратите внимание, что по умолчанию у нас текст выравнивается по левому краю, а числа выравниваются по правому. В данном случае код товара у нас выровнен по центру. Да, то есть у нас есть два вида выравнивания в Excel. Это по высоте и по ширине ячейки. Нижний ряд выравнивания слева в центре справа. И, соответственно, верхний ряд выравнивания внизу посередине сверху. Окей. Далее выравниваем верхнюю строку по центру. И, соответственно, дату также выравниваем по центру. Следующий пример, который мы разберем, это задача 2. Здесь у нас немного другая таблица, уже с объединением. Итак, приступим. Видим, что столбец B у нас чуть пошире. Выравниваем ширину столбцов. Далее выделяем ячейки с B2 по G7. Делаем все границы. Окей. После чего нам необходимо выполнить сразу все объединения. Объединение у нас здесь одно. Да, нам необходимо объединить, поместить в центре. Также у нас здесь еще дополнительные меню. Да, мы их разберем в дальнейшем. Объединяем, помещаем в центре. И таблица готова. Заполним шапку и продукты. То есть пишем продажи. Далее 2016. Обратите внимание, что когда мы нажимаем Enter с объединенной ячейки, она перемещается на первую ячейку, не объединенную снизу. Далее используем Tab, вводим остальные года. Также у нас есть автоматическое заполнение, о нем мы поговорим на следующем занятии. Далее продукт, сельдь, скумбрия, салака и лосось. Так, обратите внимание, что цифры у нас выровнялись по умолчанию по левому, мы выравниваем их по центру. Теперь поставьте видео на паузу и запишите комментарий. Таблица Excel, как создать таблицу в Excel, как объединить ячейки. Подписывайтесь на канал. Большое вам спасибо за это действие. Идем дальше. Задача номер 3 заключается в том, что нам нужно составить таблицу с множественными объединениями. И первое, что мы делаем, это выравниваем ширину столбцов. Столбец А у нас такой же, Б у нас поуже, С у нас пошире, D у нас такой же, E, F, G у нас такие же. Далее выделяем диапазон ячеек с B2 по G7. B2 по G7. И делаем все границы, дальше будем разбираться. Сделали. Отлично. Далее у нас есть столбцы B2, B4. Да, B2, B4.
Они у нас объединенные. Объединяем, помещаем в центре. Соответственно, тут делаем то же самое. Да, далее у нас здесь также подойдет объединение. Здесь объединить. И объединить вот в этом месте. То есть таблица практически готова. Да, номер ПП ставим. Фамилия, имя, отчество. Обратите внимание, что я использую таб для перемещения вправо. Также можно использовать мышь для закрытия ячеек. Январь, февраль. Очень удобно использовать Enter. Да? Аванс, зарплата. Ну и соответственно 1, 2, 3 через Enter. Окей. Теперь нам необходимо выполнить выравнивание в нижней части, потому что здесь не было объединения, мы ставим по центру. Супер. Идем дальше. Задача номер 4 заключается в составлении нестандартной таблицы, где у нас расположен вертикальный текст. Сейчас я вам все подробно объясню. Как всегда, мы начинаем с увеличения или уменьшения ширины столбца. В данном случае столбец B у нас пошире, C у нас такой же, D пошире, E пошире и F пошире. Обратите внимание, что когда нам нужно выровнять сразу несколько столбцов, мы можем их выделить и применить ширину одинаковую для всех. Для этого мы наводим курсор на название столбца, в данном случае на D. У нас появляется черная стрелка с указателем вниз. Нажимаем один раз левой клавишей, зажимаем левую клавишу и выделяем 3 столбца, которые нам необходимо увеличить. Наводим курсор на выделенной области, на вертикальный указатель между столбцами. Зажимаем левую клавишу и увеличиваем ширину. Как мы видим, ширина столбцов увеличивается пропорционально друг другу. Итак, идем дальше. Теперь нам необходимо в столбце А с ячейки А4, А7 выделить, объединить, поставить все границы А4, А7. Объединили все границы, есть. Далее у нас столбец B и C нужно сделать объединение на 5 строк вниз. Для этого мы используем объединить и выбираем объединить построчно. Окей. Далее выбираем месяц. Здесь достаточно просто объединить в центре. И таблица практически готова. Теперь мы выделяем белым крестиком, который у нас находится в центре. Делаем все границы. И также здесь делаем все границы. Обратите внимание, что в данном случае нам нужно использовать вертикальную надпись. Для этого мы сначала пишем продукт слова. Закрываем ячейку и выбираем вертикальный текст. Есть. Обратите внимание, что выравнивание посередине в центре. Отлично. Далее пишем опять нашу рыбу. Мойва, скумбрия, килька, морской окунь. Морской окунь и итого. Соответственно, пишем месяц. Январь, февраль и март. Далее нам необходимо выделить сразу несколько ячеек. Для этого мы выделяем первый диапазон ячеек, нажимаем Ctrl, держим Ctrl. Выделяем все остальные ячейки. С зажатой клавишей Ctrl выбираем текст полужирный. У нас сразу применяется для всех ячеек. И теперь отдельно разбираемся с выравниванием. Здесь у нас по правому, здесь у нас по центру. Далее по заливке у нас здесь оранжевый цвет. Здесь у нас светло-синий. И, соответственно, продукт и месяц у нас имеет более бежевый цвет. Для этого мы выделяем продукт, нажимаем клавишу Ctrl, выделяем месяц и выбираем цвет заливки мятный. Окей. Итак, на этом наше первое занятие по составлению таблиц подошло к концу. В следующей серии вы увидите, как делать более сложные таблицы. Сейчас самое время подписаться на канал, поставить лайк под это видео и написать комментарий с одним из этих ключевых слов. Таблицы в Excel, как создать таблицы в Excel, как объединить ячейки. Спасибо вам большое за внимание. До следующей среды. Пока!